мы все разные. Если были все одинаковые, было бы неинтересно. То, как мы относимся к разным людям. Все люди разные, но они дружелюбные. То есть, другими словами, это дружба мира. Проект «Фестиваль набережных» «Волгофест» появился 5 лет назад, и он был таким ответом на те изменения, которые произошли в городе. Была произведена реконструкция набережной в Самаре. Основные его такие доминанты всегда это большая такая паблик-арт-программа с различными там инсталляциями, объектами. И, конечно, проект в первую очередь он основан на языке современного искусства, современной культуры. Каждый год мы отбираем некий такой знаковый, якорный такой проект, визуальный. В этом году, конечно, это вот проект «Корабль толерантности». Это проект, который проводится в нескольких городах мира. В этом году он проводился помимо Самары еще в Чикаго и в Берлине. И он помогает понять другим людям, что такое толерантность и зачем она, в принципе, существует. Его создатели — это очень известные современные художники Илья и Эмилия Кабаковы. В начале сентября 2018 года в Третьяковской галерее открылась выставка Илья и Эмилия Кабаковы «Будущее возьмут не всех». Во время подготовки этой выставки мы много раз говорили с Эмилией о корабле толерантности. И когда мы стали думать о том, какими проектами мы бы могли начать работу Третьяковской галереи в Самаре, работу, которая должна завершиться открытием филиала Третьяковской галереи, мы подумали, что было бы замечательно создать корабль толерантности. Для Эмилии этот проект — важнейшая составляющая ее жизни в последние годы. И для нас работа с детьми является сегодня важнейшей. Нашей работой мы хотим показать, что мы должны уживаться вместе, и не просто уживаться, а жить в полной мере. Мне сразу захотелось в этом поучаствовать, потому что для меня это что-то важное, потому что все мы жители этой земли, все мы должны быть вместе, мы должны поддерживать жизнь, мы должны развиваться. В течение мая более 40 площадок приняли корабль толерантности у себя. Там проходили встречи с детьми. Мы говорили о дружбе, о терпимости, о принятии другой точки зрения, о том, что существуют различные отличия, там, и национальные, и религиозные, отличия, связанные там, с состоянием здоровья и так далее. Я знаю, что потом на набережной построили корабль, и картины, которые мы рисовали, сделали из них парус. Участие заключалось в том, что я рисовал свою частичку паруса, чтобы донести людям, что такое толерантность. Мы брали краски и раскрашивали сам парус. В этом парусе ровно 8 метров. Он будет очень большой. Разные рисунки, разные дружбы. Одни с фламингами, другие с пришельцами, третьи с сердцами. По-разному дети показывали толерантность. Те рисунки, которые стали частью паруса, это рисунки, которые делались на специальной парусной ткани, они свидетельствуют о том, что дети сегодня не разобщены так, как разобщены мы, взрослые. Мы нарисовали тучку с дождиком, солнце и радугу, а внутри радуги сердечки. Это означает то, что мы изобразили радугу как толерантность. То есть толерантность, она защищает и любовь, и дружбу. Мой проект — это земля, а в нем сердце. Оно показывает, что весь мир должен дружить. Когда этот корабль находится здесь, я вижу реакцию людей, которых сначала привлекает его такой яркий вид. Они подходят, потом, когда они уже читают этикетку, где поясняется сам проект, они немножко уже по-другому начинают рассматривать, собственно, те рисунки,
что именно пытались авторы, дети сказать об этой теме, и начинают уже как-то обсуждать внутри между собой. Мы просто, смотря на эти работы, понимаем, что для детей свойственно именно такое восприятие мира, восприятие человечества, восприятие других стран, других наций. А все то, что мы видим сегодня, все негативные проявления нетерпимости, национализма, неприятия чужого, это то, что возникает в человеке потом. Поэтому так важно осуществлять такие проекты и демонстрировать детям, что их позиция, она прекрасная. Смотря иногда на то, что происходит в мире, мне становится очень грустно, потому что все мы люди, и все мы должны помогать друг другу. И мне кажется, это самое важное. Я бы хотела, чтобы все народы дружили, и не было никаких войн, ни разногласий. Хоть в Китае, хоть в России, но они должны дружить, все страны. Открытием корабля толерантности было ознаменовано начало фестиваля «Волгофест». Это был действительно невероятный, прекрасный праздник. В результате все сошлось воедино, все наши замыслы и устремления. Сейчас это достаточно такая уникальная ситуация, что в городе есть проект очень массовый. В этом году его посетило 106 тысяч человек за 2 дня. Но при этом это именно проект о современной культуре, современном искусстве. Это шанс лучше прочувствовать понятие толерантности на себе. Может быть, это даст кому-то толчок к понятию своих близких. Я думаю, что для города этот проект очень важен, потому что он дарит возможность посмотреть на эту проблему под другим углом. Самое главное, что надо вот всем очень стараться.